Привет! Тема философии искусственного интеллекта. Philosophy of Artificial Intelligence. Очень краткий обзор. Думаю, сразу стоит указать, что такое искусственный интеллект, прежде чем приступать к изучению философии искусственного интеллекта. Итак, искусственный интеллект и Artificial Intelligence, AI, это интеллект, демонстрируемый машинами, в отличие от естественного интеллекта, демонстрируемого животными, включая людей. Исследования искусственного интеллекта определяются как область изучения интеллектуальных агентов, под которыми понимается любая система, которая воспринимает окружающую среду и предпринимает действия, которые увеличивают шансы для достижения поставленных целей. Термин «искусственный интеллект» ранее использовался для описания машин, которые имитируют и демонстрируют человеческие когнитивные навыки, связанные с человеческим умом, такие как обучение и решение проблем. Это определение было отвергнуто крупными исследователями искусственного интеллекта, которые теперь описывают искусственный интеллект в терминах рациональности, рационального поведения. Как указывает Реймонд Курцвейл, известный американский изобретатель и футуролог, в качестве изобретателя он создал многочисленные системы для распознавания речи. Как футуролог он известен научными и технологическими прогнозами, учитывающими появление искусственного интеллекта и средства радикального продления жизни людей. Интеллект – это самая мощная черта во Вселенной. Поэтому механическое представление и реализация интеллекта является чрезвычайно важной задачей. Искусственный интеллект был основан как академическая дисциплина в 1956 году на предположении, что человеческий интеллект может быть настолько точно описан, что можно создать машину, способную его имитировать. Это вызвало философские споры о сознании и этических последствиях создания искусственных существ, наделенных человекоподобным интеллектом. Эти вопросы исследовались и исследуются в мифах, фантастике и философии с древности. Писатели-фантасты и футурологи предполагают, что искусственный интеллект может стать экзистенциальным риском для человечества, если не контролировать его рациональные способности. Философия искусственного интеллекта, Philosophy of Artificial Intelligence, это раздел философии, который исследует искусственный интеллект и его значение для знания и понимания интеллекта, этики, сознания, эпистемологии и свободы воли. Интеллект или ум – качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, понимания и применения абстрактных концепций и использования своих знаний для управления окружающей человека средой. Общая способность к познанию и решению проблем, которая объединяет познавательные способности, ощущения, восприятие, память, представление, мышление, воображение. Этика – философская дисциплина, исследующая нравственность и мораль. Сознание – состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном переживании событий внешнего мира и тела организма, а также в отчете об этих событиях и ответной реакции на эти события. Эпистемология – философско-методологическая дисциплина, исследующая знание как таковое, его строение, структуру, функционирование и развитие. Свобода воли – это способность человека без принуждения делать выбор между возможными способами действий. Философия искусственного интеллекта непременно связана с созданием искусственных животных и искусственных людей, также искусственных существ, искусственной жизни. Поясню, искусственная жизнь, life, artificial life, изучение жизни живых систем и их эволюции при помощи созданных человеком моделей и устройств. Данная область науки изучает механизм процессов, присущих всем живым системам, невзирая на их природу. Хотя этот термин чаще всего применяется к компьютерному моделированию жизненных процессов, он также подходит и к жизни в пробирке, wet life, изучению искусственно созданных белков и других молекул. В настоящее время широко принятое определение жизни не позволяет компьютерным моделям считаться живыми, однако существуют и другие определения и концепции. Концепция сильной искусственной жизни, strong life, определяет жизнь как процесс, который можно абстрагировать от какого-либо определенного носителя, Джон фон Нейман. Концепция слабой искусственной жизни, weak life, отрицает возможность создания жизни отдельно от ее химического
носителя. Ученые, работающие в рамках этой концепции, пытаются понять базовые процессы жизни, а не имитировать ее. То есть мы не знаем, что в природе является причиной этого феномена, однако, возможно, он так же прост, как. На этом фоне философия искусственного интеллекта представляет особый значительный интерес для исследователей. Философия искусственного интеллекта пытается ответить на следующие вопросы. Может ли машина действовать разумно? Может ли это решить любую проблему, которую человек решал бы с помощью мышления? Являются ли человеческий интеллект и машинный интеллект одним и тем же? Является ли человеческий мозг, по сути, компьютером? Может ли машина обладать умом, ментальными состояниями и сознаниями в том же смысле, что и человек? Может ли машина чувствовать? Научные ответы на эти вопросы зависят от определения интеллекта и сознания и от того, какие именно машины обсуждаются. Философия искусственного интеллекта включает следующие важные положения, включающие частично краткие ответы на указанные выше вопросы, и сюда входят. Тест Тьюринга, Turing Test, Imitation Game, эмпирический тест, идея которого была предложена Аланом Тьюрингом в статье «Вычислительные машины и разум», опубликованной в 1950 году в философском журнале Mind. Тьюринг задался целью определить, может ли машина мыслить. Стандартная интерпретация этого теста звучит следующим образом. Человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает, с человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы – ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор. Все участники теста не видят друг друга. Если судья не может сказать определенно, кто из собеседников является человеком, то считается, что машина прошла тест. Чтобы протестировать именно интеллект машины, а не ее возможность распознавать устную речь, беседа ведется в режиме только текст, например, с помощью клавиатуры и экрана компьютера-посредника. Переписка должна производиться через контролируемые промежутки времени, чтобы судья не мог делать заключение, исходя из скорости ответов. Во времена Тьюринга компьютеры реагировали медленнее человека. Сейчас это правило тоже необходимо, потому что они реагируют гораздо быстрее, чем человек. Дартмутское положение можно охарактеризовать следующим образом. Каждый аспект обучения или любой другой особенности характеристики интеллекта может быть описан настолько точно, что можно создать машину для его моделирования. Летом 1956 года был проведен Дартмутский семинар. Мероприятие имело важное значение. На нем встретились люди, интересующиеся вопросами моделирования человеческого разума, были утверждены основные положения новой области науки и дано наименование искусственный интеллект Artificial Intelligence. Термин был предложен Джоном Маккарти. Организаторами семинара были Джон Маккарти, Марвин Мински, Клод Шеннон и Натаниэль Рочестер. Гипотеза Ньюэлла-Саймона, гипотеза о физической символьной системе, предположение, сформулированное Алленом Ньюэллом и Гербертом Саймоном в 1976 году, согласно которому физическая символьная система имеет необходимые и достаточные средства для произведения основных интеллектуальных операций. Под интеллектуальными операциями подразумевается действие сильного искусственного интеллекта. Другими словами, предполагается, что без символьных вычислений невозможно выполнять осмысленные действия, а способность выполнять символьные вычисления вполне достаточно для того, чтобы стать способным выполнять осмысленные действия. Таким образом, если предполагать, что животное или человек или машина действуют осмысленно, то значит они каким-то образом выполняют символьные вычисления. И наоборот, так как компьютер способен к подобным вычислениям, то на его основе может быть создан искусственный интеллект. Основанием для гипотезы стало успешное применение созданной Ньюэллом и Саймоном программы универсального решателя задач для моделирования рассуждений
человека. Гипотеза уязвима для критики, однако большая часть исследований искусственного интеллекта пошла именно по пути создания символьных систем. Независимо от того, справедлива ли эта гипотеза, символьные вычисления, реальность программирования и их практическая полезность общепризнана. Китайская комната Chinese Room – мысленный эксперимент в области философии сознания и философии искусственного интеллекта, впервые опубликованный Джоном Сёрлом в 1980 году. Цель эксперимента состоит в опровержении утверждения, что цифровая машина, наделенная искусственным интеллектом, путем ее программирования определенным образом способна обладать сознанием в том же смысле, в котором им обладает человек. Иными словами, целью является опровержение гипотезы так называемого сильного искусственного интеллекта и критика теста Тьюринга. Представим себе изолированную комнату, в которой находится Джон Сёрл, который не знает ни одного китайского иероглифа, однако у него есть записанные в книге точные инструкции по манипуляции иероглифами вида «возьмите такой-то иероглиф из корзинки номер 1 и поместите его рядом с таким-то иероглифом из корзинки номер 2». Но в этих инструкциях отсутствует информация о значении этих иероглифов, и Сёрл просто следует этим инструкциям подобно компьютеру. Наблюдатель, знающий китайские иероглифы, через щель передает в комнату иероглифы с вопросами, а на выходе ожидает получить осознанный ответ. Инструкция же составлена таким образом, что после применения всех шагов к иероглифам вопроса они преобразуются в иероглифы ответа. Фактически инструкция – это подобие компьютерного алгоритма, а Сёрл исполняет алгоритм так же, как его исполнил бы компьютер. В такой ситуации наблюдатель может отправить в комнату любой осмысленный вопрос, например, какой цвет вам больше всего нравится, и получить на него осмысленный ответ, например, синий, как при разговоре с человеком, который свободно владеет китайской письменностью. При этом сам Сёрл не имеет никаких знаний об иероглифах и не может научиться ими пользоваться, поскольку не может узнать значение даже одного символа. Сёрл не понимает ни изначального вопроса, ни ответа, который сам составил. Наблюдатель, в свою очередь, может быть уверен, что в комнате находится человек, который знает и понимает иероглифы. Таким образом, Сёрл заключает, что хотя такая система и может пройти тест Тьюринга, но при этом никакого понимания языка внутри системы не происходит, а значит тест Тьюринга не является адекватной проверкой мыслительных способностей. Доводы Сёрла направлены на критику позиции так называемого сильного искусственного интеллекта, согласно которой компьютеры с соответствующей программой на самом деле могут понимать естественный язык, а также обладать другими ментальными способностями, свойственными людям. Гипотеза слабого искусственного интеллекта, напротив, говорит лишь о том, что компьютеры способны имитировать ментальные способности человека, поэтому Сёрла она не интересует. Формально аргументацию можно представить так. Если гипотеза сильного искусственного интеллекта верна, тогда существует такая программа для китайской письменности, при запуске которой в вычислительной системе эта система будет понимать китайскую письменность. Я могу исполнить программу для китайской письменности без понимания этой письменности. Следовательно, гипотеза сильного искусственного интеллекта неверна. Второй пункт обосновывается мысленным экспериментом китайской комнаты. Вывод говорит о том, что запуск такой программы не ведет к пониманию языка. Более общий вывод Сёрла говорит о том, что любые манипуляции с синтаксическими конструкциями не могут приводить к пониманию. У этого философского аргумента можно выделить три важных предшественника. Мельница-Лейбница – мысленный эксперимент, описанный Готфридом Лейбницем в монадологии. Лейбниц предлагает представить машину размером с мельницу, которая стимулирует чувство, мысли и восприятия. И если зайти внутрь такой машины, то ни одна из движущихся частей, обеспечивающих ее работу, не будет являться сознанием
или объяснением восприятия. Так Лейбниц пытался показать, что одних физических состояний недостаточно для функционирования сознания. Бумажная машина Тьюринга – машинный алгоритм для игры в шахматы, придуманный Аланом Тьюрингом в 1951 году, где в качестве машины-исполнителя выступал человек. При этом человеку не нужно было знать, как играть в шахматы, а нужно было просто исполнять алгоритм на основе входных данных о ходе соперника, например, при ходе противника n передвиньте ферзь на b7. Тьюринг считал, что компьютеры будут способны к поддержанию беседы на человеческом языке. Для этого он и разработал то, что сейчас называется тестом Тьюринга. Китайская нация – мысленный эксперимент, предложенный Недом Блоком в 1978 году для опровержения функционализма. Эксперимент Блока схож с китайской комнатой, однако Блок предлагает использовать множество китайцев, каждый из которых бы эмулировал нейрон искусственного мозга. В такой системе каждый китаец имел бы телефон и список номеров других китайцев. В зависимости от того, когда зазвонил телефон конкретного китайца, он бы звонил кому-либо из своего списка. При этом передача сообщения по телефону не требуется, необходим лишь только факт звонка. Также происходит взаимодействие между нейронами. Тогда, если в такой системе создать функциональное состояние, которое появляется при восприятии боли, вся китайская нация окажется в состоянии боли. При этом ни один из китайцев не будет эту боль чувствовать. Это применимо к любым ментальным состояниям и чувствам. Томас Гоббс рассматривал сознание и волю как чисто механистически полностью объяснимые в терминах эффектов восприятия и стремления к желанию, которые, в свою очередь, он считал полностью объяснимыми в терминах материалистических операций нервной системы. В общем, для Гоббса ум есть не что иное, как исчисление, подсчет, то есть сложение вычитания последствий общих названий, согласованных для обозначения наших мыслей. В этом отношении существует список вопросов, касающихся искусственного интеллекта и этики. Если в будущем машины смогут рассуждать, осознавать себя и иметь чувства, то что тогда делает человека человеком, а машину машиной? Если в будущем машины смогут осознавать себя и иметь чувства, возможно ли будет их эксплуатировать или придется наделять их правами? Если в будущем машины смогут рассуждать, то как сложится отношение людей и машин? Данный вопрос был не раз рассмотрен в произведениях искусства на примере противостояния людей и машин. Будет ли человек, которому в результате многочисленных медицинских имплантаций заменили 99% тела, считаться машиной? Данные вопросы рассматриваются в рамках философии техники и трансгуманистической философии. Думаю, я пока что остановлюсь. Возможно, в будущем я еще вернусь к данной теме. Хотелось бы рассмотреть обширно этику искусственного интеллекта. Всего хорошего. Пока.